Всем привет-привет! Сегодня хочу сделать такую мини-диагностику, прям вообще такой коротенький расклад, буквально там, не знаю, на минут 15-20. Не планирую делать с большим раскладом на тему, насколько сильна ваша энергетика. Не знаю, насколько мне это удастся посмотреть сегодня. Ну, попробую. Позиции видите, тайм-коды уже знаете, что есть в описании под этим роликом. Также есть в описании и ссылка на мои услуги. Так, думаю, все уже выбрали позиции. Кому там не хватает, ставите на паузу времени, и мы приступаем. Позиция номер 1, голубенький камешек, короткая диагностика, насколько сильная ваша энергетика. Так, сейчас. Знаете, сейчас на самом деле немножко ослабленная ваша энергетика. На самом деле она сильная, да, потому что выпадают великие арканы. Но вот на данном этапе она немножко ослаблена. Ослаблена тем, что вы проходите момент трансформации, момент перемены. Вот, что-то происходит в вашей энергетике сейчас на данном этапе. Возможно, прошлое, скажем так, качество вашей энергии, оно меняется, да, качество, оно меняется. И по идее должно родиться что-то новое, что-то достаточно высоковибрационное и чистое. То есть здесь энергия такая, знаете, во-первых, она не совсем идет в резонанс с окружающим вами миром. Почему? Потому что вот идет какая-то такая большая разница. У вас энергия, она более тоньше, что ли. Какая-то такая структура не совсем... Она мне, понимаете, она мне напоминает немножко как паутину по качеству материи. То есть такая тонкая, знаете, немножко дохнешь не так, вдох-выдох сделаешь, и она может оборваться. То есть вот здесь энергия, она еще не плотная, она еще не устаканившаяся. Ясное дело, что она только возрождается, вот, но... Она как будто бы, знаете, вот что-то такое светлое, тонкое, блестящее. Она как-то вот переливается. И сейчас как бы вам это описать? Как некая такая жемчужина на фоне серого песка. Она выделяется. То есть получается так, что вы выделяетесь, по сути, на фоне серой массы. И поэтому я и сказала, что здесь идет вот какой-то диссонанс. Вы, не знаю, как бельмо на глазу, да, то есть вот что-то как, ну, вот как белая ворона, понимаете, ни к селу, ни к городу. Вы очень сильно выделяетесь на фоне серой массы. Вот как будто бы все люди как люди, а вы особенные. Вот здесь какая-то такая энергия. Однозначно ваша энергия сильная, мощная, но сейчас она как-то, знаете, как человек с огромным мощным потенциалом, и вдруг неожиданно он как-то заболел, и он стал более, ну, уязвимым, что ли, его энергия ослабла. Вот здесь какой-то такой этап идет, но это лишь только потому, что идут какие-то трансформации, идут перемены, идут какие-то перенастройки вашей энергии. Вот как будто бы заново все структурируется. Это, знаете, как идет смена начальства, приходит новое начальство и говорит, вот все, как было раньше, уже не будет, будет по-другому. И вот пока, как говорится, низы подстроятся под верха, идет вот эта вот реконструкция какая-то, рекомпозиция. И поэтому идет некая такая ослабленность. Причем здесь у меня такое ощущение, что вот прям все чакры, они какие-то
Но они работают не полноценно, то есть, ну, не полностью. Здесь как будто перенастройка – это как музыкальный инструмент. Вот пока его, знаете, вот гитару, например, да, надо каждую струну настроить по отдельности. То есть все сразу вместе, да, полностью всю гитару автоматом не получается. Нужно постепенно каждую струну настраивать. Вот здесь примерно что-то такое по аркану смерти. Здесь идет перенастройка. Перенастройка вас на более высокие вибрации, на более чистые, на более ресурсные такие. И вот в этот момент перенастройки вы можете и ощущать себя не очень хорошо. Что тут заканчивается? Но здесь вот этот вот какой-то момент вашей эмоциональности, вашей каких-то сомнений, неуверенности, закрытости какой-то. Вот это все как-то заканчивается. Что начинается? Да, ну вот идет момент исцеления. Угу. Завершение. Вот завершение каких-то старых ваших программ, установок. Но этот процесс, он идет очень медленно, понимаете? Это не то, что вот, допустим, там 1 месяц, либо полгода, это может длиться достаточно большой период времени. До 2 лет это может идти, но вы понимаете, что перенастройка, она все же имеет место быть. И поэтому в каких-то моментах вы очень уязвимы, а в каких-то моментах вот ваша энергия уже просвечивается, вот этот свет внутри вас, да, где-то что-то уже светится. Это как алмаз, который упал в грязь, да, и вот где-то какая-то его сторона, она чистая, а остальные, они грязные. Вот нужно их будет протереть, отточить, помыть, или там, я не знаю, провести какую-то огранку. Но какие-то стороны, либо какая-то сторона, она не испачкалась, она светлая, она излучает этот цвет. Вот у вас энергия сейчас такая. Да, вы как будто бы допроживаете какие-то свои кармические уроки, связанные именно с вашими эмоциями и состояниями. Могу предположить, что вот что-то такое болезненное, что было у вас, это все остается в прошлом. Вот в новое туда, когда вы идете, вы даже в каких-то моментах можете ощущать этот просвет, где вот вы чувствуете, что прям светите, что вот вы в каких-то моментах уже другой человек. Здесь есть это ощущение, что где-то идет завершение каких-то ваших кармических уроков, которые завязаны были на эмоциях, на очень таких глубоких, болезненных эмоциях, на проживании этого всего. Поэтому скажу так, энергия у вас сильная, но на данном этапе она претерпевает какие-то изменения. Но после перемен будет очень нечто такое прекрасное, очень красивое, утонченное. Так, это первая позиция. Так, вторая позиция. Двоечки. Насколько сильна ваша энергетика сейчас, либо в общем? Насколько сильна ваша энергетика? Секундочку. Ну вот я не могу сказать, что у вас прям сильная такая энергия, но вы очень мягкий человек. Можно предположить, что ваша энергия такая достаточно приятная и обволакивающая.
Но мне кажется, что это для других людей. Но лично для вас сейчас вы чувствуете себя обесточенной и обесточенным. Как будто бы вам сейчас не хватает каких-то сил. Вот сейчас у вас нету энергии. Причем, знаете, вы как будто бы на своем чисто позитиве, на своем характере стараетесь находиться на плаву. Говорят, вот человек, например, на своей силе воли, да, держится из последних сил. Вот вы как будто бы из последних сил держитесь на своем позитиве. Хотя вы уже в него не очень-то и верите, да, допустим, что там все что-то хорошо будет, либо как-то что-то мелькают, какие-то надежды впереди, но все равно вот это та соломинка, за которой вы сейчас держитесь. Но по сути, если мы говорим об энергиях, вы сейчас истощены. Это, знаете, такое ощущение, что вот человек то ли уставший, то ли болеет и надевает на себя вот эту вот маску улыбчивого человека, да, приветливого, а у самого глаза тусклые, потому что хочется отдохнуть, хочется поспать, хочется вот как-то то ли присесть, то ли лечь. Вот что-то такое. И вот вы с трудом, знаете, стоите. Такое бывает иногда, когда у человека высокая температура. Вот у него вроде бы силы есть, но при этом вот какая-то все равно слабость есть, вялость. Вот здесь такая энергетика сейчас. Вялотекучая. Ваши силы забирают сейчас какое-то решение, которое вы должны принять. Здесь как будто бы идет какая-то проверка вас на вашу веру в контексте того вообще, во что вы верите по жизни. Вот как будто бы, знаете, вот все рушится, то, во что вы когда-то верили, то, на что вы надеялись как-то. И здесь как карточные домики, знаете, так все падают, как домино, вот, которые выстроены в ряд. И вы такое вот ощущение, что вот просто наблюдаете с усталым таким взором на то, как все ваши труды, все, чего вы как-то к чему-то стремились, либо чего-то хотели достигнуть, как это рушится. И здесь нужно будет принимать какие-то серьезные решения, но при этом вы очень сильно... Вот вам здесь как будто бы больно это сделать, понимаете? Это не то, что по девятке мечей, да, вам как-то страшно. Здесь нету страхов, но здесь вот какая-то грусть, сожаление, боль. Вот мне идет не физическая, а моральная. Вот вы как будто бы смотрите с грустью на то, что вы как-то строили, а это все либо разрушилось, либо как-то вот рухнуло разом. И вам теперь надо принимать решение, да, как вам дальше действовать. И вот вы себя поддерживаете, да, позитивно, что все будет хорошо, да, не все потеряно, допустим, я жива, руки, ноги есть, да, как-то вот смогу с этим справиться, но все равно труды многих лет, они как будто бы здесь рухнули, поэтому, да, с одной стороны, открываются какие-то новые горизонты, но вопрос в том, что как-то вот быстро здесь перенастроить себя на новое, приспособиться, адаптироваться к новому. Не знаю, вам как-то сложно здесь все это провернуть. Вот, и поэтому вы стоите на грани каких-то серьезных
принятия какого-то серьезного, очень важного для вас решения, и вы хотите принять правильное, верное решение. И поэтому нету сейчас у вас сил и энергии, да, это вот причина вашей опустошенности. Так, это была вторая позиция. И третья позиция. Троечки, насколько сильна ваша энергетика сейчас? Насколько сильна ваша энергетика? У меня здесь такое ощущение, что вы полностью погружены внутрь себя и сфокусированы на каких-то грядущих переменах в вашей жизни. Вы все свои силы направили, все свои ресурсы сейчас на то, чтобы сконцентрироваться на грядущих каких-то переменах. Либо это одна какая-то перемена, которую вы планируете сделать, и поэтому вот вас как будто бы во внешнем мире сейчас нету. Либо вы не активны, либо стараетесь не взаимодействовать с другими людьми. Знаете, вот бывает так, когда перед экзаменом, да, надо освежить свою память в знаниях, да, либо наоборот, в последний момент кто-то торопится запомнить как можно больше информации. И вот у человека есть цель, да, это его книги, он там либо записки, либо заметки какие-то. И вот он голову склонил над ними, и он полностью погружен в этот процесс. И все остальное для него не существует. Здесь вот есть какая-то концентрация ваша на движение, которое вы хотите совершить, да, вот на какую-то перемену. Вы обдумываете эти моменты, но вот как будто бы здесь что-то вам непонятно, неизвестно. Вы как будто бы боитесь здесь ошибиться. Боитесь принять неправильное, неверное решение, либо пойти неверным путем. Угу. Здесь есть какие-то составляющие, которые вам неизвестны, поэтому здесь сложно сказать, насколько сильна ваша энергетика. Почему? Потому что вот так, как я ее вижу, кажется на первый взгляд, что она слабая, но что ее мало. Но на самом деле не то, чтобы ее мало было, она просто, знаете, как это как когда разбивается ртутный термометр. Вот ртуть, она как будто бы собирается в одну большую каплю. Да, то есть она сначала падает разными капельками, да, а потом ну, она имеет вот это вот свойство, да, эти капли, они как-то притягиваются, и получается одна большая капля. Вот здесь вот как будто бы вы есть вот эта вот одна большая капля, но на фоне пространства огромного вокруг этой капли вы кажетесь чем-то таким маленьким, мелким. Но это лишь потому, что вот ваша энергия, она как будто бы сфокусирована в одной точке. Здесь улыбаюсь. Почему? Потому что пример мне такой на слух говоря, знаете, как это, душа упала в пятки, да? Вот когда человек чего-то боится, у него есть вот это вот ощущение, что душа ушла в пятки. И вот вы полностью себя ощущаете где-то там, только в пятках от страха, а все остальное как будто бы пустое. Вот здесь что-то такое, какая-то такая энергия. Поэтому она не слабая, она собранная, она сфокусированная, она концентрированная на чем-то одном. На чем конкретно вы тут сфокусированы? Ну вот вы ищете ответ на какой-то свой вопрос.
Вы как-то хотите выровнять свои энергии при взаимодействии с миром, да, вот понять, как вам действовать с людьми, либо с миром, да, вот это вот взаимодействие брать и отдавать таким образом, чтобы все было в гармонии, все было в балансе. Почему? Потому что бывают такие моменты, когда либо вы ощущаете себя как человека, который уперся в какой-то потолок, и вот он как-то не может дальше двигаться, но либо есть что-то, что вас сдерживает, да, не дает дальше двигаться, либо вот череда каких-то неудач приводит к такому состоянию, что, ну, как оцепенению, да, я не могу дальше двигаться. То ли мне страшно, то ли усталость. И вот здесь сложно понять. Здесь у вас есть ощущение того, что вы дошли до какого-то предела, да, и надо уже что-то менять. И как будто бы у вас не получается что-то поменять так, как вы хотели бы сейчас. И вы об этом очень много думаете. Но на самом деле вот в этом-то и заключается ваш самообман, что вы не можете двигаться дальше. На самом деле вы можете, но вот вас просто сковывает какой-то вот ваш страх. И поэтому вы ищете сейчас для себя какие-то оптимальные решения, как вам изменить что-то в вашей жизни таким образом, чтобы вам было и комфортно в этих переменах, и что вы тут хотите получить. Ну, вы себя хотите получить. То есть вы думаете, как бы так, знаете, комфортно разрушить, причем еще и комфортно, разрушить свою стабильность. Возможно, вот в этом-то и заключается ваш страх, потому что вы понимаете, что ну, стабильность надо уже менять. То есть то, что вы привыкли, то, к чему вы привыкли, какую-то вот свою обыденность, да, то, к чему вы были привязаны, там, где вам вот было комфортно, вот это все нужно менять. Но любые перемены, они вызывают все равно некий такой дискомфорт. Но вы понимаете, что если вы хотите выйти на другой статус, да, на другой уровень, вам придется разрушить то, что вот какую-то свою стабильность. И вот вы думаете, как бы сделать так, чтобы это все было оптимально и комфортно для вас. Вот, поэтому насколько сейчас сильна ваша энергетика, внешне нет. То есть внешне вы никак не можете повлиять на людей, на обстоятельства, потому что вы эту энергию вовне не направляете. Но внутри вас вы как-то отвлечены вообще от этого мира. Вы сконцентрировались на себе. Поэтому сила здесь есть, но проявления этой силы, этой энергии сейчас нет. Ваши мысли задействованы в других процессах. Так, это вот была третья позиция, зеленый камешек. Благодарю вас всех за внимание. В пятницу я сделаю расклад на осень, да, что нас ждет осенью. Вот, а сейчас прощаюсь. Всего самого наилучшего. Всем пока-пока.